Всем привет! Мы приехали на новый объект. Сейчас будем строить новый домик. Фундамент был сделан уже несколько лет назад. Все уже успело зарасти травой. Цоколь делали другие строители. С виду вроде бы все нормально и ровно. Лет не было, Материала внутри нет, надо еще поставить. Ждем кран, чтобы поставить облицовочный кирпич и газосиликат. Материал здесь стоит, видимо, уже давно. Газосиликатные блоки заросли травой. Многие пачки утонули в земле, а некоторые и вовсе упали на бок. Придется немного потрудиться, чтобы переставить их на место работы. Пока ждали кран, решили замерить длины. Все. Одинаково? Промерили длины. Длины одинаковые. Так как внутри стоял силикатный кирпич, проверить диагонали пока что не было возможности. Зато старинным методом египетского треугольника мы можем проверить, являются ли углы прямыми. Если от угла взять в одну сторону 3 метра, в другую 4 метра, то третья сторона должна получиться ровно 5 метров. Тогда угол является идеально прямой. В нашем случае все было идеально. Зарядили гидроуровень, начали проверять, и тут нас ждал сюрприз. Что-то не то у нас. Что-то у нас 5 сантиметров. У тебя, получается, у нас выше на 5 сантиметров. Угол ниже у нас на 5 сантиметров получается, чем вот тот. Промерили мы гидроуровнем 0. Это получается самая высокая точка. Там на тот угол на 4 сантиметра ниже. Этот угол на 3 сантиметра ниже, а тот на 8 сантиметров ниже. Теперь как-то надо исправлять, как-то выравнивать. Обязательно стелим гидроизоляцию и делаем раскладку кирпича. Раскладка нужна для того, чтобы выйти в целых кирпичах, так как пиленый кирпич испортит вид дома. Наконец-то начинаем заводить углы. Обязательно натягиваем шнур на другие углы, чтобы взять направление. Затем с помощью калибровок или прутов заводим углы. Стены будем класть также под пруты.
сразу не видно. Да. Он уже стол разбирал. Всем привет! Мы снова на объекте. Сегодня к нам приехал кран. Вот он. Будем затаривать материал в середину дома. Сегодня будем заниматься чисто затаркой. То, что не нужно нам, мы краном отсюда уберем, а материал поставим. Силикатный кирпич ставим по месту на перегородке. О, вытащили из земли. Ставим облицовочный кирпичик внутрь. Поставили кирпич внутрь, облицовочку, газосиликат. Теперь будет удобно работать. Таскать недалеко. Замешиваем раствор. Добавляю в мешалочку жидкое мыло, пластификатор такой, чтобы растворчик был эластичным. Мешаем 1 к 3. Ведро цемента, 3 песка. Если мыло не добавлять, то песок начинает садиться, и сверху будет вода. А так раствор получается очень хороший, эластичный.
Вот такие вот у нас причалочки. Зачаливаем на стены. Обычные уголки. Очень удобно. Потом только переставляешь на следующий ряд и кладешь. Сейчас покажу свой инструмент. Уровень. Калибровки на 8 миллиметров, восьмерки. Столбы ложить, углы заводить. Длинная калибровка, гонять ряды, восьмерка. Гребенка, шестерка. Шпатель, мастерок, расшивки, кисточка, шнурка, ведро и молоток где-то. Вот он. Вертикальный шов должен совпадать с горизонтальным. Вот здесь вот стыковаться в уголочках. Тогда будет красивая кладка. Выпустили базальтовую сетку под газосиликат, чтобы связать кирпич с газосиликатом. Кирочкой колем кирпичик. Каждый на своих рабочих местах. Процесс идет. Уже скоро открывать окошки. Работа потихонечку движется. Роман тут уже у нас пилит кирпичик. На окошке вот разметил. Надо выпиливать сантиметр. Так, ну сколько у нас получается?
Ну так же 208. Да. Все. Так, теперь надо бы снаружи обойти, посмотреть, что к чему. Так, ну теперь смотрим на мое фото искусство. Разметили окошки. Газосиликат лучше открывать сразу, чтобы он просыхал. Потому что под целлофаном конденсат. И он очень мокрый. По окошку сделали стяжечку тоненькую, полсантиметра где-то, чтобы туда влага не попадала. Выложили по кругу 14 рядов облицовки, больше не достаем. Подбучиваем газосиликат. Планируем подбутить вот 3 ряда, и отсюда проложим еще облицовку, сколько достанем. Завтра облицовку хуярь. Клей Юнис для газосиликата. Замешивать все под технологию, все по рецепту. Первый ряд у нас ложился на раствор выравнивающий. Следующие ряды пойдут под клей. Каждый блок по уровню ложился, все выравнивалось. Знаешь, какие легкие? Занимаешься. Блок вот ровно все переходит, состыковывается у нас и по шнурочку. Поэтому первый ряд выравнивали, чтобы дальше все было нормально. В дождливую погоду стены нужно накрывать. Подготавливаем стену к работе. Со стены сметаем все, лишний мусор. После того, как выгнали облицовку, забучиваем газосиликат, сколько достанем. Потом ставим леса и прогоняем дальше.
Вот такие леса мы настроили. 3, 6, 7 заведешь. Теперь дальше можно облицовку ложить. Один можно сюда. Железногорский кирпичик. Слушайте, а где окно? Сложили до перекрытия окон. Сейчас будем перекрывать уголком. Положили уголок. Вот он в уровне лежит. Вот эта задняя часть должна быть вровень с кирпичом. Уголок нужно соты использовать. Проложили ряд по уголку. Кирпич надо скалывать или отпиливать. Подняли этаж, облицовку. Теперь забутить газосиликатом все и залить монолит. Но монолит будем заливать не мы. Самое сложное — это затарить газосиликат на леса. Такая вот стеночка. Заказчику все нравится, все хорошо. Посмотри в полной темноте. Подогнали стену под перемычки. Под опору перемычек выложили силикатным кирпичом. Вверху сделали также четверть, 4 сантиметра, как и по бокам. Подработали здесь материал. Приехал манипулятор. Сейчас будем затаривать еще материал. И заодно бросим перемычку манипулятором. Смонтировали перемычку. Внизу четверть осталось. Докладываем стеночки из газосиликата. Здесь мы проложили десяткой. К облицовке поставится утеплитель пеноплекс и зальется бетоном. Армопояс будет здесь под плитой, чтобы усилить кладку. Здесь выпустили штыри, чтобы облицовка связалась с армопоясом. И так по кругу заливается армопояс, бетон, и весь дом связывается. Под капиталки оставили вот такие вот штробы. Перевязка будет здесь стен. Вот капиталка несущая, и с другой стороны такие вот внутренние штробы. Будет стоять как положено, блядь, а не вот это. И под перегородки также оставили штробы. Еще немножко, и первый этаж закончим. Тут влага, тут теплый пол будет, блядь, тут нахуй. Перегородки из кирпича, капиталка будет из газосиликата. Так, монолит будет идти по периметру и по капиталке. Поэтому здесь, чтобы не разрывался монолит, убираем. На капиталку будет опираться плиты. Поэтому монолит обязательно.
помощью арматуры перевязали стену из газосиликата с перегородкой из силикатного кирпича. Проем перекрыли арматурой. Закончили первый этаж с перегородками. И плиты придут примерно через месяц. Смонтируются плиты, а потом фронтоны. Все это мы сделали за 13 дней. 4 каменщика. И подсобный рабочий.